Привет-привет! Сегодня мы в центре Лондона. Не просто так. Сегодня наша конечная цель – это отель Ritz. Большое здание с правой стороны – это он. Ritz London – это пятизвездочный отель, расположенный на Пиккадилли в Лондоне. Ritz является символом высшего общества и роскоши. Отель является одним из самых престижных и самых известных отелей в мире. Он является членом международного консорциума The Leading Hotels of the World. За свою историю отель Ritz стал настолько ассоциироваться с роскошью и элегантностью, что слово Ritz вошло в английский язык для обозначения чего-то стильного, модного или светского. Отель был открыт швейцарским ательером Сезаром Рицем 25 мая 1906 года, через 8 лет после того, как он основал отель Ritz в Париже. В то время он считался одним из величайших отелей в мире. Задуман известным ательером с целью стать идеальным местом для гостей, желающих остановиться в самом роскошном отеле в стране. Он не жалел средств на его роскошные интерьеры и роскошную мебель. Он любим королевской семьей и популярное место для съемок. Этот отель поистине стал легендой на протяжении долгих лет. Хватит уже разглагольствовать, заходим и смотрим на это все своими глазами. Тем более отель уже украшен к Рождеству. При входе сразу ресепшн и портье, и красивая, высокая, нарядная елка. Для начала полюбуемся ею. И вы знаете, пока мы ждали мужа, очень много людей с улицы просто заходили, фотографировались с елкой и уходили. Для посещения отеля Ritz существует дресс-код. Особенно это относится к его ресторанам. На момент, когда здесь были мы, маски были не обязательны, но весь персонал был в масках. Работник ресепшена ознакомил нас с расположениями ресторанов и проводил до нашего номера. Хочу обратить ваше внимание на лифт. Он прекрасен, не правда ли? Итак, мы уже здесь. У нас сегодня номер Junior Suite. Заходим. Сразу при входе шкаф с полочками и сейфом. Далее ванная комната с душевой кабинкой и ванной. А далее комната, в которой нас ждал немного накрытый стол. Пирожное, вода, сок, фрукты и печенье. А далее подарки для ребенка. Рождественский мишка, бутылка для воды и дизайнерская маска. Все с логотипом Ritz. Мелочь, которая бросилась в глаза и очень мне понравилась,
Это то, что здесь абсолютно все с логотипом Ritz, даже самая маленькая ложечка. Интерьер гостиницы был разработан в основном лондонскими и парижскими дизайнерами в стиле Людовика XVI, который одинаков во всем. Здесь себя чувствуешь больше, чем в отеле. С первой минуты чувствуешь себя гостем, которого ждали. Здесь готовы помочь и выполнить любое ваше желание не только по первому зову, но и взгляду. Вид из окна у нас на Пикадилли. Ознакомились с номером, а теперь пойдемте поужинаем, а потом познакомимся с отелем. Ужинаем здесь же в отеле в баре «Риволи». Бар открыт для любого желающего, для этого не нужно быть гостем отеля. Риволи со стильным дизайном создает впечатление, будто вы входите в золотую шкатулку для драгоценностей. Это уютный коктейль-бар, представляющий собой ослепительный оазис вдали от шумных лондонских улиц. Хотя окна выходят на шумную Пикадилли. На ужин мы заказали чай, кофе и клаб-сэндвич. Я с семгой, а мои мальчишки ели с курицей. В этом баре знаменитая американская актриса Талула Бэнкхед подтягивала шампанское из туфельки во время пресс-конференции в 1951 году. А вообще, здесь для вас приготовят ваш любимый коктейль, есть большой выбор вин и шампанского, а также меню на ужин с разными вариантами, начиная от клаб-сэндвич и заканчивая икрой. А теперь пойдемте знакомиться с отелем и с его историей. Сезар Ritz, который, как многие считают, изобрел современный роскошный отель, ненавидел большие вестибюли отеля. Поэтому он потребовал, чтобы по всему зданию была построена роскошная арочная галерея, обеспечивающая гостям великолепную прогулку. Видеть и быть увиденными – эстетическая особенность, которая с тех пор была воспроизведена во всем мире. К сожалению, Сезар не увидел свой великолепный лондонский шедевр во всей красе. Пережив несколько нервных срывов, он вышел на пенсию в 1907 году и прожил свои последние дни в санатории для душевнобольных в Швейцарии. Ну и сегодня отель продолжает чтить наследие Ritz и остается беззастенчиво экстравагантной, позолоченной, ушедшей эпохи, когда официанты в ливреях разливают шампанское среди украшений из сусального золота и мебели Людовика XVI. В 1990-х годах в отеле была проведена реставрация за 40 миллионов фунтов стерлингов, когда его купили миллиардеры-братья Барклай. Но недавно у него появился новый владелец, катарский магнат Абдул-Хади Мана Аль-Хаджри. Внешний вид визуально выполнен во франко-американском стиле с небольшими следами английской архитектуры и в значительной степени подвержен влиянию архитектурных традиций Парижа. Фасад со стороны Пикадилли составляет примерно 70 метров, со стороны Арлингтон-стрит 35 метров и со стороны Грин-парка 27 метров. По углам крыш павильонов отеля Ritz большие зеленые медные львы, эмблема отеля. Сейчас мы с вами подошли не только к очень красивому, но и знаменитому месту – The Palm Court. Самым известным заведением отеля Ritz является этот пальмовый двор. Здесь находится всемирно известное заведение «Чай в Ritz», которое когда-то посещал король Эдвард VII, сэр Уинстон Черчилль, Эвелин Во, королева Елизавета и королева-мать. Он приобрел репутацию места для чая в Лондоне после Первой мировой войны. Это был первый отель в мире, который разрешил женщинам приходить на послеобеденный чай без сопровождения мужчин. Сегодня в среднем 400 человек посещают пальмовый двор каждый день,
чтобы насладиться типично английскими традициями. И почему бы не попробовать эксклюзивный чай Ritz Royal Blend Tea? Это доступно только в отеле Ritz. Ritz London – единственный отель в Великобритании, в котором работает сертифицированный чайный мастер, который путешествует по всему миру на различные чайные плантации, чтобы добыть и привезти сюда замечательный чай. Сегодня уже поздно, но завтра мы с вами вернемся сюда на послеобеденный чай, ведь столик для нас уже резервирован. Но чтобы посетить это место в конкретные числа, столик мы заказывали 2 месяца назад. Ritz – единственный отель в мире, название которого было внесено в Оксфордский словарь английского языка, в который он вошел в 1925 году. Неформальное название Ritzy происходит от названия отеля, что означает «модный», «гламурный» и «дорогой». Сезар Ritz был очень увлечен деталями и элегантностью. Ширина каждого коридора была разработана таким образом, чтобы 2 женщины могли комфортно ходить бок о бок в юбках из кринолина, а освещение в ресторане в стиле рококо было выбрано таким образом, чтобы женщина выглядела максимально красивой. Во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль, Шарль де Голль и Дуайт Эйзенхауэр собирались для встреч на высшем уровне в люксе Мария Антуанетт в Ritz. Это личное пространство для встреч до сих пор сохраняет свою оригинальную обстановку, которая была сделана по образцу салона Версальского дворца. Королева танцевала в отеле Ritz в 1945 году, в День Победы, со своей сестрой Маргарет, после того, как инкогнито погрузились в толпу, празднующую в центре Лондона. Ritz был первым и единственным отелем в мире, имеющим королевский ордер Его Королевского Высочества принца Уэльского. Он был присужден отелю в 2002 году за услуги по организации, питания и банкетов. Ресторан Ritz впервые был удостоен звезды Мишлен в 2016 году. Носильщики Ritz гордятся тем, что могут выполнить любой запрос, если он законный. Один американский посол однажды попросил купить вертолет от его имени, а другой гость попросил линкор. В отеле Ritz есть собственная марка шампанского, которую для отеля изготавливает барон Ротшильд. Быстро завоевав репутацию самого престижного отеля Лондона, он привлекал множество как известных, так и модных гостей. В первые годы своего существования отель пользовался покровительством принца Уэльского, будущего короля Эдварда VII, который был постоянным клиентом Сезара Ритца и, как говорят, сказал: «Куда идет Ritz, я иду». На этой картине сын заметил кое-что интересное. Обратите внимание. Здесь останавливались известные знаменитости, звезды Голливуда золотой эры, в том числе Чарли Чаплин. А также Анна Павлова, русская прима-балерина, танцевала в Ritz в 1912 году. Думаю, на сегодня хватит, пора нам уже в комнату. Но проходя мимо этого симпатичного местечка, я решила, что вам тоже это надо увидеть. Как вы думаете, это что? Ответ прост. Это просто дамская комната в отеле. А теперь мы в номер и спать. А это уже утро следующего дня. 5 утра. Лондон просыпается и начинает убирать улицы. А сегодня у нас план таков. Просыпаемся, идем на завтрак, после него немного гуляем по отелю, отдыхаем, а потом у нас послеобеденный чай. Если вас такая программа устраивает, присоединяйтесь. Идем на завтрак. И добро пожаловать в ресторан Ritz, отмеченный звездой Мишлен, где подаются лучшие блюда в самой эффектной обстановке. Элегантный ресторан Ritz со сверкающими люстрами, высокими мраморными колоннами и высокими окнами от пола до потолка с видом на тихий оазис Грин Парк считается одним из самых красивых обеденных залов в мире.
Подается английский завтрак, как у меня и Нулана. Или можно заказать омлет с любым наполнителем, как у моего мужа. Также в ассортименте и континентальный завтрак, который сервирован на столе рядом. Сам подходишь и накладываешь себе все, что угодно. По вечерам пятницы и субботы в этом ресторане живая музыка. И если есть желание, то там же в отеле можно себе приобрести кое-что из уникальной коллекции украшений. Ридс Лондон несколько раз использовался в качестве места для съемок. В 1986 году в фильме Нила Джордана «Мона Лиза» с Бобом Хоскинсом в главной роли. Романтическая комедия Роджера Митчелла «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом снималась в Ридс и вокруг него в 1999 году. А теперь нам уже пора идти на послеобеденный чай. Если честно, я очень люблю эту британскую традицию, но посещаем редко, потому что это очень калорийно. У послеобеденного чая тоже есть свои правила, как, что и с чем едят. Но в этом мы сейчас углубляться не будем, об этом я рассказывала ранее. В отеле Ридс элегантную атмосферу к послеобеденному чаю добавляет живая музыка из постоянных пианистов или арфистов. И этот, так скажем, секретный ингредиент делает послеобеденный чай в Ридс, попросту говоря, незабываемым. Во время послеобеденного чая можно отведать мелко нарезанные сэндвичи, свежеиспеченные сконс с корнволлскими топлеными сливками и клубничным вареньем, а также восхитительный ассортимент изысканно оформленных пирожных. И это все пополняется по запросу. Помимо 18 различных видов лиственного чая на выбор или кофе, почему бы не выпить бокал шампанского, чтобы добавить блеска этому событию? Мы пили безалкогольное шампанское. А те, кто досмотрел до конца, теперь узнают, зачем мы приехали в Ридс. А повод простой. Нулану исполнилось 10 лет, и мы отмечали его день рождения. А во время послеобеденного чая ему подарили еще один подарок от Ридс, точно такой же, как нас ждал, когда мы приехали. Мишка и маленький тортик. А на этом сегодня все. Скоро увидимся. Хорошего дня. Пока-пока.